Что, ребятушки, всем огромнейший турецкий привет. Рад вас видеть в новом видео. Прямо из прошлого перемещаемся видео сюда, если кто не смотрел. Предыдущее видео в плейлисте все есть. Мы в Турции, в Белейке, в отеле Лимак Аркадия. О, это, блин, долгожданное путешествие наше, которое мы ждали долго, пока границы не откроют. Наконец нам их открыли, мы здесь практически в первом рейсе, ну там 2-3 дня где-то пропустили. Там уже были переносы, все вам буду рассказывать, как что носили, как переносили. Вот, ну и, конечно же, будем знакомиться с отелем. Сегодня с вами я, Жень Машков, если вдруг кто не знает, Никита Машков, средненький мой сыночек. И там у нас дальше жена моя и младшая дочка. Сейчас я вам их покажу. И вот смотрите, как здесь обрабатывают наши чемоданы. Это вот у нас стоят такой этой штучкой. И заходим. Будем с вами все знакомиться, будем все показывать. Рассказывать. Здесь такая штука, чтобы просветить, что у вас лежит антисептик. Но мы пойдем боком, потому что у меня там запрещенка. Кто знает, какая у меня запрещенка. Так, слушайте, очень необычный отель. Такой в каменном стиле, с кирпичиками. Так, вот она, моя Поля, младшая дочка. Старшая дочка у нас осталась дома. И где-то здесь должна пробегать Жанна. Вот она уже регистрирует, как всегда, все как обычно. Большое преимущество частного трансфера, что вы приезжаете до основной группы в отеле спокойненько, регистрируетесь, заполняете все, и вам дают ваши заветные ключи от номера. Не забывайте подписываться к Жанне в Инстаграм, ко мне в Инстаграм. Жанна вас также может отправить в путешествие. Она и ее коллеги, даже несмотря на то, что она на отдыхе, пишите ей. Ссылка на Инстаграм под видео. А в Инстаграме у нее в шапке профиля на WhatsApp, и туда и пишите. Кто там помпусечку-то? Игрушек набрала. Так, давайте немного осмотримся. Здесь у нас аренда машин есть. Здесь у нас лобби-зона. И где-то у нас должен быть ресторан. Мы сейчас бегом идем кушать, потому что у нас 5 минут до закрытия ресторана. 2? Так, ресторанчик здесь внизу, но завтра я буду снимать потом, потому что поскольку уже под закрытие, там уже, наверное, мало чего осталось. Я лучше сделаю полноценный обзорчик завтрака. Сейчас одним глазком ресторанчик. В общем, нам чудом удалось перехватить, кстати, очень вкуснейших круассанчиков турецких. И сыр и колбаску уже прям снимали с подноса, когда уже все носили. Кстати, здесь мне сказали чао. Видимо, они смотрели наше видео с Кубы. Так, мы, поднявшись наверх, давайте осмотрим все уже так поспокойнее чуть-чуть. У нас лобби-зона, где можно посидеть, наверное. Все мы, естественно, узнаем, все прознаем, все вам покажу, все расскажу, где что находится, где что есть. Потому что обычно бывает так, что в лобби-зону приходишь, если такая не тусовочная лобби-зона, то сюда больше обычно не приходишь. Ну, там, где ресепшн каким-то вопросом или когда уже чек-аут надо делать. Поэтому сейчас прогуляемся здесь. Осмотримся. Поль! Ты осматриваешь, смотри, рыбки какие. Стиль здесь очень необычный. Вот. Но неплохой, я вам скажу, такой приятный. Вот у нас сама зона, где мы зашли. То есть вот он такой ресепшн проходит. Вот так вот, здравствуйте, мераба. Как здесь говорят в Турции, мераба. И вот здесь вот мы заезжали. Тут вот еще у нас зеленая зона. Вот так вот. Давайте я вам покажу. Вот, и туда еще уходит какой-то бар. Я далеко не пойду, потому что нам сейчас получить номер. Естественно, пойти посмотреть. Так, нас попросили немножко подождать, и мы расположились вот здесь вот. Смотрите, с прекрасным видом. Отсюда видно даже море. Горки вижу уже. Это очень здорово. Мы с сыном любим горки. Ну и вот такой вот номерной фонд. Вид сбоку. Кстати, Никита эту штуку почему-то тоже зовут Аркадий. Он как знал, наверное, что мы едем в отель со схожим названием. Обычно заселение в 2 часа, чек-ин и чек-аут 12 часов. Сейчас у нас время 10:50. Уже они сказали подождать 5 минут, поэтому я думаю, что если есть свободные номера, нам его дадут. Кстати, здесь рядышком, если что, кто с дорожки торопится, есть туалет. Вот здесь прям. Так, ну что, наш номер готов. Чемоданы погрузили. И мы отправляемся смотреть номер. Так, дети, не отстаем. Поля, Жанна. На самом деле сегодня будний день. Жанна в работе. Жанна выходные в работе. У меня тоже сейчас прям по работе. Налево. 4-й этаж налево, хорошо. И мы поедем на лифте, как раз посмотрим на прекраснейший вид отеля.
красота. Ой, море видно. Ух ты, море. Поехали на море. Так, 4-й этаж будет. И номер 1410. 410? Да. 5-1. Есть ковры. Можно босиком ходить иногда. Как в замке. Так, внизу красный клинкер, да, здесь у нас светленький. Пойдемте, болтаем, болтаем. Так, вот он наш номер 1410. Что делать? Что делать? Заходи. Ну-ка, ну-ка. Заходим. Что же у нас там? Сейчас посмотрим, что за вид. Первым делом смотрим на вид. А? На море. Да? Ладно, сейчас номер посмотрим и потом вид вам. Все, спасибо. Не забывайте давать чаевые, можно. $1 достаточно у нас был. Давайте я включу вот эти лампочки. Надеюсь, не будут они на видео моргать. Потому что, наверное, такое бывает, что моргает. Сейчас не угадаешь. Ладно, давайте я выключу и сделаю вам обзорчик номера. Вот мы заходим. Сразу у нас... Что начнем справа, слева жмите паузу, пишите. Прям нажимайте паузу и пишите. Интерактив такой делаем налево. Сначала смотрим или направо. О, кто нажал паузу. Давайте справа начнем. Кто угадал? На самом деле я сам не знал. В общем, шкафы такие вот большие. Здесь еще шкаф с полками. И здесь сейф. Ну мы обычно в отелях, в пятерках, тем более вообще сейфами не пользуемся. На Кубе, кстати, тоже не пользуюсь. Все оставляем в чемоданах, можно где-нибудь оставить. А я иногда свои ноутбуки все вообще наставляю. Практически иногда, а всегда на тумбочке. Никаких проблем нет. Так, теперь поворачиваемся налево. Здесь у нас... Что у нас здесь? Ванна, прям полноценная, можно принять ванну с пеной, есть шампунь, полотенце, все это есть, тропического ливня нет, просто лейка. Здесь у нас, видите, как зеркало, стекло отделяет, и тут у нас раковина, ну как обычно, все по стандарту, гель для душа, кондиционер, там, смотрите, здесь даже есть расческа, пилка для ногтей, мыло, фен есть, поэтому с собой можно не брать. Можно высушить, и туалет слева, вот так вот вам для обзорности покажу. И, как вы знаете, телефон, чтобы вызвать и сказать, можно шампусика. И 2 халата, еще полотенце для ног, ну и там куча разных полотенец. Давайте перемещаемся сюда дальше, вот так вот я буду плавно показывать. Для обзорности здесь у нас слева большое зеркало, полный рост. И сам номер с огромной ложей, чтобы все вместе легли. И было весело спать. Смотрите, слева у нас тумбочка, телефон, люстра с вентилятором. И сразу появляется такой подозрительный вопрос. А есть ли кондиционер? Когда такие люстры, да, кондей есть. Вот он, и вот он регулятор. То, сынок, давайте тогда сразу сюда посмотрим. Здесь у нас там мини-бар, сейчас покажу. Чайник, чай, кофе. Все есть, поэтому кто любит. И давайте заглянем в мини-бар. Мини-бар бесплатный. Воду. Черт, не открывается. Вот. Здесь у нас 2 пива, фанта, кола, газированная вода, вода без газа и 2 сока. Где-то можно достать, чтобы грелись, да? Чтобы не холодные были. Нет. Так, дальше отправляемся. Здесь у нас телевизор большой. Снизу креслица, кушеточка такая. Здесь стол. Можно сделать макияж, поработать, посидеть, вытащить себе пуфик. Естественно, вот эту кровать, наверное, можно как-то отодвинуть. Вот это приставная кровать. Вот, и вот эти тоже раздвинуть. Здесь будем мы с Жанной, Никита, Поля. В общем, как-нибудь распределимся. Давайте с этой стороны вид на номер. Вот так вот. Плавно. И выходим на балкончик. И посмотрим, что же у нас там за вид. Так, балкон небольшой. Но вечерком посидеть, уложить деток хватит. И вид. Что же у нас там за вид? О-о-о. Смотрите, какая красота, видно море. Смотрите, здесь сделаны сразу такие ограничители. Стекло, чтобы дети сюда ногами не вставали. Но они могут встать вот сюда. Вот сюда ногами не вставать. Все, понятно? Молодцы. Класс. Вид потрясающий. Это у нас номер, кстати, стандарт. Но улучшенный стандарт. Зелено, красиво все. Снизу какой-то фонтанит или что-то мини-бассейн с барчиками. Очень классно. Горки, все отсюда видно. Все активити. В общем, попозже вам буду все показывать, чтобы это отсюда видно. Как вам номер, детки?
Да? 5 Коль, из а 5. ты море, ты видел, как было море показать? 10 из 10. Да? Ну иди, я тебе один раз вот так вот покажу. Потом больше не вставать, хорошо? Чтобы больше любопытно не было. Ну хотя вот смотрите, вот Полька встала, она даже при всем желании уже сюда не залезет. А вот Никитос может перевалиться. Посмотрите, на море мы слезаем. Оль, красота, вот. Что Это вот эта штука скрытится еще. Зачем Она не она выкачивается. Но очень, кстати, грамотно сделано, что если бы ее не было, уже было бы рискованно. Там такой бортик, молодцы. Предусмотрели. Все, уходим. Как вам номер? Жмите паузу обязательно и пишите. Кстати, смотрите, на полу ламинат, поэтому ходить деткам не холодно будет, потому что их отель делают плитку, чтобы не сильно нагревалось в жару. И что хочу обратить внимание, когда мы туда зашли, чувствуется запах, знаете что? Свежего ремонта. То есть прям видно, что только все это покрашено, номера здесь реновированные. Сам корпус не особо, вот здесь в коридоре он реновирован. А здесь номера прям видно, что чистенькие, новенькие, прям даже свежие. Знаете, такой запах после ремонта, такой легкой красочки, такой приятный аромат. Дверки, все новое, шкафы, прям вот вообще ни одной царапинки, ни одного косика. Так, мы в дороге, поэтому здесь такая движня. Детки тоже на эмоциях. Так, ну что, заселились? Отправляемся покорять отель. Слушайте, какая прикольная штука в отеле. Сейчас вроде типа ковидные меры, все дела. Нас вот сколько, раз, два, три, четыре. Зашел один молодой человек и начало пищать, что, мол, нельзя. Я думаю, что он просто не дошел до конца. Нет, они по весу перенастроили. Здесь 630 килограмм, но мы явно столько не весим. Я думаю, перенастроили по весу. Типа больше народу. Все, нельзя. А если большая семья, что делать? Кто-то пойдет отдельно. Так, и мы сейчас будем искать выход на улицу. Так, поскольку мы все не знаем еще, как раз первые эмоции, первое ощущение, мы спустились на минус первый этаж и идем в поисках выхода на улицу. Тут ближе к морю. Здесь у нас всякие магазинчики какие-то, фитнес-зоны есть. Что тут есть? Дети, снимайте плавки, идем на море. Магазинчик можно, если кто забыл, плавки, шорты, шлепки, мячи. Расческу, кое-кто забыл. Можете все прикупить. Шубку заодно. Чемодан, если много вещей купили. Ой, смотрите, здесь бильярдишка есть. Надо будет только узнать, платно, бесплатно. И вот он. Выход на море. И еще какой-то лифт. Полуподвальный помещение. Ой, погодка вообще. Класс. И смотри, как красиво сделано. Речки такие. Каскад. Мини-водопада. Это я очень люблю. Такие. По Мукале, да. Сегодня здесь вечером с Жанной будем лежать. Мы вот здесь, дети здесь. Устроим по Мукале. Так, наш номер где-то вот там. Сейчас не буду ничего вам рассказывать, потому что я ничего не знаю. Сейчас я буду вам передавать эмоции. Как будто вы только приехали. Как будто вы сами здесь просто отдыхаете, заряжаетесь этим позитивными эмоциями. А вы пишите, передаются эмоции или нет. А потом уже буду делать вам обзор отеля. Может быть, давайте первые выпуски про ситуацию, да, придумаем. Пишите, как делать первый выпуск, потому что у нас обычно мы приезжаем, заселяемся, показываем номер. Первое видео это у нас дорога, как там что происходит, какие новшества. Второе видео это, как правило, у нас либо номер идет, либо я вам делаю выпуск про то, какая сейчас ситуация, какая атмосфера в Турции. И здесь речь моя остановилась, потому что здесь действительно по Мукале охренеть. Я где-то видел эту картиночку, но я не представлял, что это так красиво. Так, давайте потом про отельчик, да. И вот пишите, как лучше снимать. Может быть, первый видос после приезда делать про атмосферу, про погоду, про ситуацию. А потом уже обзор отеля, да, когда я все узнаю. Я все время хожу, говорю, не знаю, что здесь, не знаю, что тут. Сейчас пока иду, все вам уже покажу, вы все уже сами будете знать. Ну, заряжаемся. Атмосфера. Первые эмоции, они самые классные. Ну, первые эмоции мне прям очень нравится. Атмосфера летняя, класс, куча бассейнов. Ну, так, первое ощущение очень классное, очень прям, знаете, уютненько, компактненько, все красиво. И зелень есть, и бассейн есть. Прям приятно. И гольф-поле даже, и мини-гольф. Да, но самое главное, это, конечно, солнце. И у нас на небе ни облачко просто. Просто офигенно летняя, прям настоящая такая погода.
Знаете, вот когда мы были Альвадонный эксклюзив, вот мы были в мае, я говорю, что ощущение как летом. Ну вот реально, вот если бы еще чуть-чуть жарче тогда было, вот ощущение такое же, потому что здесь мы сейчас шли, музычка, так, знаете, атмосфера бассейна, там то же самое было. Вот реально передаются прям эмоции, точно так же ощущается, только чуть жаровни не хватало. Так, все, надо идти на море сразу купаться, потому что после дороги еще не мылись. Хочется уже окунуться и освежиться. Первое, что хочется сделать, это все бросить и побежать туда на море. Я была попытка побежать, даже не было, я потрогал, и песок просто как сковородка, просто даже 2 шага не сделаешь. Поэтому, детки, одеваем кроксы, шлепки и вперед. Так, вы это видели? Хотел сделать небольшую постановку, что мы бежим. Никитос ломанулся босиком. Ты обжег себе ноги, сын? Нет. Нет? Но он так быстро бежал, пятки сверкали и не обжег. Но песок очень горячий, реально. В общем, мы уже поплавали, искупались. По ощущениям градусов 26, но мы сейчас померяем моим спортивным прибором. Давайте, наверное, этот видос, да, про атмосферу вообще в Турции. Как сейчас что происходит. Покажу вам атмосферу. Мне кажется, это сейчас самое важное, да, вы будете смотреть видео. И все-таки хочется знать, ну, как больше не про отель. Про отель я вам подробнее потом покажу. А что сейчас здесь вообще реально в Турции происходит? Да, аэропорт вы уже видели в предыдущей серии. При заселении тоже видели. Ну, как бы, наверное, скомпоную этот видосик таким, чтобы как оно здесь. Погода, меры. Тут давайте сразу, не отходя от кассы, вот эта ситуация на пляже. Много свободных шезлонгов под солнцем, ну, потому что там действительно жарко. И вот здесь вот, смотрите, ну, народу немного. Сейчас у нас, можно сказать, самый разгар, 12 часов. Самый разгар пляжного дня. На обед еще не все ушли. Много свободных лежаков. То есть люди чередуются, нет какого-то навала, завала, столики, свободненько все. Температуру сейчас я вам покажу. Здесь на улице, сейчас на нижнюю смотрим. 35,6. Это вот в теньке показываю. 35,7. Пойдем сбегаем. Заодно померяем водичку. И покажу вам морешко. Сейчас, зай, приду. Здесь, видите, ну, все, про песок, про фракции это потом. Какой пляж, какой заход. Это уже в видосах тогда отеля будет. Будем так компоновать. Ну, на всякий случай напишите, как бы вам больше хотелось. Ну, так вот заодно получится лайф и более такой информативный. Пойдем, зайдем в море. Так, когда с первый раз заходишь, кажется прохладненьким. Вот. Ну, мой термометр внутри нет, подсказал где-то градусов 25-26. Жанна со мной согласилась, но сейчас мы опустим термометр и померяем. Вот атмосфера на пляже. Прям на море, скажем так. Смотрите, народу немного. Все рассасываются, никакого такого, знаете, что все друг друга на голове сидят, нету. Очень здорово. Народу, знаете, так. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там намерило. Но на самом деле здесь чуть-чуть неправда будет. Давайте поглубже зайдем, потому что здесь, естественно, теплее. А туда подальше будет немножечко похолоднее. Да? То есть там сейчас волн вообще нету. Прогревается, естественно, волнистости нет. Так, достаем. 27,3. Ну, считайте, что там на градус меньше будет. 26, я практически гадал. Но на самом деле 27,3 это тепло. Просто мы... Сейчас я кое-что сделаю. О. Так, поскольку у нас лайф такой, там все эмоции, всю атмосферу, да. У нас на бассейне, я вчера уже, ну, можно сказать, был на даче. И бассейн у нас там 30 с лишним градусов. Поэтому, наверное, мне уже относительно его море показалось холодным. Потому что в этот раз бассейн я очень быстро нагрел. Или-то тентом, куполом. Ну, заходите, смотрите видосы. Да, кстати, вдруг кто-нибудь смотрит предыдущий видос. У нас будет здесь лайв, прямой эфир. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы вам пришло уведомление. И здесь мы разыграем бассейн. Чтобы его выиграть, большой, огромный каркасный бассейн, Best Way. Чтобы его выиграть, есть видосик, я недавно снимал про бассейн на даче. Вы туда заходите, и я там все рассказываю, как его выиграть. Поэтому жмите колокольчик, чтобы не пропустить давление, потому что они все время как-то YouTube с геморроем присылает. Что, зай? Сейчас, зай, налью обязательно. И чтобы не пропустить конкурс, обязательно участвуйте. Действительно может выиграть кто угодно. И в любую точку России Best Way Russia отправит бассейн. Под моим личным присмотром, под контролем. Все будет четко, все будет точно. Никого не обманем. Ну и, друзья, поддержите видос, как всегда, лайком, дизлайком, если считаете нужным. Если вам не нравится вся эта красота, можно дизлайкосик нажать. Комментарии в поддержку видео, спасибо, все что угодно. Привет передавайте своим родным, близким. Вот. Ну и, конечно, подписывайтесь, если кто еще не подписан. И заряжайтесь этим
позитивчиком летним. Так, детки, сидите тут, я пойду вам что-нибудь принесу попить. Хорошо? Ну, столы, смотрите, как расставлены в соответствии социальной дистанции. Видите, по 1,5 метра, их немного. Вот так вот, да? И здесь, естественно, санитайзер. Я уже про них даже не рассказываю, потому что, мне кажется, уже такую нормальную меру вошло, что про них можно даже не рассказывать ничего. Напитки все, естественно, в индивидуальных упаковках. Вот такая даже водичка есть индивидуальная. Здесь у нас, знаете, стекло. Все персонал, все в масочках, все как положено. Васик льется рекой. Заряжайтесь, друзья. Пенными напитками. Видите, как все сделано, вы разговариваете. Привет, мераба. И к вам сюда ничего не льется. Сюда льется, а здесь ничего не летит. Видите, все меры в Турции, они вот действительно вот классные. Ну и, конечно же, как положено в Турции, куча всяких вкусняшек. Это не обед, это просто закусочки. Бургеры вот такие вот сочные. Картошка фри, наггетсы, кетчуп. Все, радости. Класс, Поль, вкусно? Можно объедаться. Ох, как я скучал по этим турецким вкусняшкам всяким. На, Поль, вкуси. Бургер. Так вот, по первому взгляду, конечно, работает все. Вообще никаких ограничений нет. Все кафе, все бары, все открыто. Все дневные заведения. Ну и, конечно же, поскольку сейчас лето, огромное количество фруктов и, конечно, арбузы. Вот такая вот красота. Это уже добавка, это у нас вместо обеда. Арбузы очень сочные, очень сладкие. Прям сели, поели и пошли еще за одной порциечкой. Просто арбузики бомба. Ну, сезон. Смотрите, как сидишь. Фонтанчики, водопадики, кушаешь, трапезничаешь. Класс. Бассейны, горки, как вы поняли, тоже все работает. Даже не то, что работает, все кипит, журчит. А это никаких ограничений на эту тему вообще нету. Вот сейчас сразу обратил внимание. Внутренний бассейн, внутренний спа, видите, перекрыто, то есть бассейны закрыты, крытые бассейны, точнее закрыты. Само спа открыто. Вот нас уже приглашают туда посетить бани, хамани. Вот, кстати, да, вот отсюда видно тот крытый бассейн. Слушай, ну он там, оттуда люк такой. Эти крыши, как вы знаете, это хамамы большие, турецкие. Мы сейчас зашли в спа, я спросил, есть какие-то ограничения. Нет, до 30 человек, такой зал, здесь пустынно. Вот. До 30 человек можно, какой-то предварительный запись, пришел, номер комнаты записал, занимаешься. По фитнесу никаких ограничений нет. Только силовые ограничения, сколько поднимешь. Пойдем, сынок. Зал я вам сниму в другом видосике, огромнейший зал. И смотрите, я нашел здесь установочку. Там ультрафиолет крутится, вот так вот обеззараживает здесь воздух. Смотрите, такая машина стоит. Прикольно. Знаете, какие меры предпринимает такая штука, не знаю, сколько стоит. В России даже не видел таких, насколько здесь все прям заботится о безопасности. Вон еще такой стоит аппарат. Ну так, в общем, все как обычно, на самом деле. Просто где-то вот указания, что надо маски носить. Ну, мы что так без маски ходим? Вообще не знаю, где оставил по приезду, и все, маски долой, когда сказал. В этом всем вот кафе такое огромное. И здесь есть указатель максимум 82 человека. Ну, я думаю, здесь очень просторно для 82 человек. Так, по поводу детских площадок. Все открыто, все работает. Но мы с вами еще сделаем другой видос, наверное, я надеюсь. Ну, обязательно сделаем. Когда мы выходим за территорию, показываем, что там, за территорию отеля. В Турции, в настоящем городе. И в Белике. И потом, не знаю, куда мы еще поедем. Жен там нам все организовывал. Другие отели, где находятся. Я даже не знаю, честно, куда мы поедем. Вообще, я вот в эту поездку, знаете, собрался за сколько? Вот вчера мы в 2 часа ночи уезжали. А Жан где-то 12 часов, в час уже ходил и кричал на меня: собирай вещи, потому что я сидел, делал свои дела. Вот, поэтому я вот так вот быстро собирался. Я даже не знаю, куда мы потом поедем. Да, на мега-сарай похож немножечко вот это. Мне, кстати, кажется, очень интересный такой формат видео получается, да, первый приезд, перелет, точнее, приезд, номер, и дальше, что здесь сейчас происходит. И как раз мы пока ходим, я вам рассказываю, как есть в реальности, а сам параллельно познаю отель, а потом уже буду вам рассказывать прям все в деталях, плюсы, минусы, где что, как лучше, куда сходить, куда поплыть, где что взять, где бесплатно, где все включено, какие напитки, код, пароль, явки, имена, ну и до бесконечности, как всегда, все самые
классные плюшки по отдыху. Так, ну и, конечно же, давайте заглянем на ужин. На первый взгляд может показаться, что здесь никто ничего не измеряет, но здесь есть вот такой прибор. Где-то сидит человек, и там ты проходишь, и показывается прям четко температура ваша, поэтому видите, какие технологии. Ну, санитайзеры, масочки, если у вас нету. Здравствуйте. Но почему-то здесь не предлагают одевать маски, но не принуждают. Но, как вы знаете, я всегда за меры безопасности. Всегда ношу эти маски, особенно, ну, как бы, когда набираешь, потом сел, можно снять. Поэтому я рекомендую одевать, бесплатно выдают, одели, какая-никакая, но защита. Пусть не от ковида, пусть от другой бациллы защити. Так, ну и смотрите, покажу вам сейчас не питание, а покажу, как все происходит, да. То есть опять все закрыто, вам накладывают. Уже на самом деле эту тему я обычно не поднимаю, но мы смотрим сейчас, какие изменения, чтобы меня было лучше слышно, так сделать. То есть, в принципе, как вот изменилось, так оно и продолжает все работать. Мне это очень нравится, на самом деле никто не трогает там вот эту вилку, не пробует вашу еду, которую потом чисто теоретически и практически можете положить в рот. Да, подходит, пальцем показываете, очередей тоже никаких нету. Все, везде вся раздача вот так вот выглядит. Мне кажется, это все уже устаканилось, уже это как-то не в новинку, все к этому привыкли. Я вижу в этом только большие плюсы. Пишите, как вам, плюсы это для вас стало или минусы. И как раньше было лучше, когда ты сам берешь и все накладываешь себе, пробуешь, если хочешь супчик, прям там, оп, и обратно. Есть такие случаи, мы прям видели частенько, поэтому такие меры от этого уже избавляют в таких случаях. Ну, а питание, завтрак, обед, ужин я вам прям все подробненько покажу. Как обычно, как вы любите, чтобы было и вкусно посмотреть, глаза порадовать, и холодильничек свой опустошить. Ну, еще зона здесь на улице есть большая. Сейчас я вам весь отель так покажу. Здесь точно так же все, то есть за стеклом подходите, накладывают. Вот так вот, видите, под солнышком, под приятным, классным закатом, мясцо, картошечка, арбузов куча. То есть летом хорошо, что есть арбузы вкусные, сладкие. Курочка гри. Так, сейчас я вам все начал. Я включился, вы знаете, если я включу камеру, не могу остановиться. Попозже вам все обязательно покажу, вы все увидите. В плейлисте этого отеля все будет. Это на улице посидеть можно. Так. Персонал весь в масках. Видите, кто-то поел, и нам сразу новую скатерть постелили. Вот этот значок означает, что продезинфицировано, что чистая скатерть, чистенький стол. По напиточкам подходит, спрашивает, приносит сразу же. И мы сидим, и Никита говорит, а где же приборы? А приборы, вот они вот так завернуты, чтобы не пылились, чтобы чистенько все было. Вот так вот салфеточка. Опа! Индивидуально. В некоторых отелях бумажки, но здесь вот так вот реализовано, на самом деле тоже хорошо. У нас вообще такой день сумбурный получился. Мы даже, видите, как в пляжной одежде на ужин. Дети поспали днем, я не поспал, хотя очень хотел, дела были. Ходил в лобби, пил кофе, чтобы не спать, делал свои дела. Потому что уже какие вторые сутки пошли. И сколько? 2 часа, может, максимум, там, с перебоями сна в самолете. Вот. Но на самом деле отлично, очень классно у нас получился перелет. Что мы в 5 вылетели, да, в 8 здесь были, считайте, полноценный день захватили. Чуть-чуть на завтрак, да, там опоздали, считайте, целый день в отеле, это очень хорошо. Когда не теряешь дни, ты не приезжаешь вечером или ночью, а уезжаешь рано утром. Бывает такое, что теряешь 2 дня из своего отдыха. А вы читали комментарии? Пишут там, Женя, тебя на Кубе уже все тут знают. После нашей поездки отель просто забился в стоп, в полнейший. Хотя когда мы были, он был в стопе. Многие попадают на Uber-букинг, переселяют в другой отель. Ну все, уж теперь не поднимают. И многие даже некоторые пишут, ну наоборот, благодарность. А некоторые пишут, что Женя, мы тебе доверились и приехали. Все было очень плохо, куча народу, много там нехорошего народу понаехало. Я не в этом, если честно, не виноват же, правильно? Мы приехали, было мало народу, вот, а потом, ну, забился народ, что ж поделать, меньше народу, больше кислороду и наоборот, как говорится, поэтому кто-то здесь благодарен, кто-то нет, но пишут многие, что Женя, приезжаем, тебя на Кубе уже знают, говорят, что приехал Женя, снял видео и забился весь отель, и вот так вот получилось. Но переселяют, кстати, они в отель уровнем выше, этот овербукинг идет, поэтому здесь, наоборот, на самом деле, плюсы. Мы когда были туда, нам тоже предложили, говорят, не хотите в другой отель поехать? Мы хотели, но там оставался уже 1-2 дня, мы подумали, что нету смысла уже, хотя, ну, надо было, конечно, переехать. Ну, посмотрите, один отель, второй, это вообще замечательно. Это вот так вот популярность приходит сама собой. Но самое главное, что без обвинений мы снимаем. Я понимаю, что если мы бы заплатили, если бы нам заплатили за рекламу, мы бы сняли бы.
какую-то какашку, да, приехали, показали, неправду рассказали, но мы-то заплатили 190 тысяч. И приехали, отдыхали, просто сняли, как все реально есть. Вот, и это все показывает. Ну, кто-то пораньше придет, кто-то попозже, поэтому все, конечно, меняется. Ладно, пойду себе за едой. Но просто иногда обидно, что ты там, ну, как бы снимаешь, реально как все есть. Вы знаете, я всегда все по правде снимаю. А кто-то думает, что мне платят за эту рекламу, вот, и я показываю все не так, как есть. Ну, я понимаю, что все мыслят по-разному, кто-то мыслит правильно, он знает, что такое отдых, сколько он стоит, как вообще это отдыхается. Ну, а кто-то мыслит по-другому, там, может быть, из зависти или там, ну, из своего уровня образования, никого я не хочу обидеть. Все просто по-разному мыслят, конечно, такое пишет. Но большинство, конечно, радует, что очень много положительных, позитивных отзывов, и многие, практически все относятся, ну, все понимают, как что происходит. А вот такие вот отзывы, там, с, типа, с обвинениями, это большая редкость, очень большая. Вот. Ничего страшного. Я сильно не расстраиваюсь. Главное, что вы смотрите, вам нравится. Все, пошел за вкусняшкой, хорош болтать, пора выключать камеру. Ребятушки, давайте, наверное, закончим наш видосик. Пишите, как вам такой новый формат. Имеется в виду в подаче, да, сначала, ну, потом второй, потом уже будет про отельчик. Вот. Все, всем огромных позитивных эмоций. Как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Заряжайтесь только солнцем, морем, позитивчиком, вкусняшками, напитками. Всем, чем только можно. Не обращайте внимания никогда на мелочи. Заряжайтесь. Все, огромной вам всем удачи. И пока, увидимся в следующем видосе. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики.